Всем привет, друзья! Сегодня хочу записать видео снова о нескольких отливантах, которые не так давно приобрела. Значит, это у нас ароматы от разных брендов. Тут и нишевые ароматы, и люкс. Два аромата от Фредерик Маль, кстати. Итак, с чего начнем? Ну, по хронологии я обычно рассказываю, что я купила в начале. Я купила в Tom Ford Noir Extreme, и здесь у меня, значит, ладно, неважно. Tom Ford Noir Extreme. Это изначально, насколько я понимаю, мужской аромат, но многие женщины тоже о нем рассказывали, блогеры, и я повелась на эту, скажем так, рекламу, такую пропаганду своеобразную, и мне захотелось попробовать этот аромат. Он вроде бы такой должен был быть унисексовый, какой-то такой яркий, прям супер какой-то стойкий шлейфовый, вот так рассказывали, какой-то прям сладкий. Ну, что я могу сказать? Не знаю, может быть, у нас в распивочных, может быть, какие-то подделки стали попадаться, не знаю. Флакон вроде был неплохой, ну, не выглядел как подделка. Я, конечно, сильно не вникала, но я уже там покупала много ароматов в этой распивочной. Там много ниши, там вообще как бы неплохо все так. Вроде бы внушает доверие, но этот аромат почему-то меня вообще не зацепил. Вы знаете, он показался мне каким-то тихим. Даже из крышки как-то его слабо слышно. Может быть, на мужчине он как-то по-другому раскрывается, но что-то вообще я не поняла этот аромат. Какие-то специи немножко, пачули, немножко сладинки, даже непонятно, какого рода эта сладинка. Немножко таких вот специй, такие вот, типа как какие-то кухонные, как лаврушка, что-то вот такое. Какие-то пряности такие вот кухонные мне напомнили. Вообще не зацепил. И как-то почти не носила его, не знаю, пару раз нанесла, даже вот дома наносила, принюхивалась к запястью. Не могу понять его, в чем тут красота, в чем весь хайп был этого аромата. Ну, возможно, женскую версию стоит попробовать, может быть, там будет что-то более внятное. Но вот это что-то для меня вообще как-то невнятно, непонятно. Да, он где-то, наверное, действительно похож на Spice Bomb от Viktor Rolf. Был у меня от Левантик Spice Bomb. Ну, мне кажется, Spice Bomb и то более какой-то он был яркий. Там прям пряности эти более какие-то яркие, более свежие были. Там какой-то как будто кардамон или что-то такое. Какая-то такая свежесть там в верхних нотах была. Здесь и свежести такой вот остринки нет такой. Он такой более сглаженный. Как-то все это так вроде бы округло. Ну, как-то вот... В общем, вы поняли, что я не поняла этот аромат. Кто пробовал, скажите, вот в современные версии, может быть, его переформулировали, может, вы мне как-то проясните. Может, современная версия такая вот какая-то стала невнятная. Ну, вот такое пока что мнение о нем. Следующий аромат потом купила я это в один заход. Это был Жан-Поль Готье. Тут не подписано. Это Divine. Вот этот золотой такой флакон, золотой корсет, а сверху стеклянный. В общем, красивый, интересный флакон. Вот этот аромат мне понравился. Вернее, не с первого затеста понравился, но потом я как-то его лучше стала понимать. Вот у него такое нишевое звучание, я бы сказала, не люксовое. Здесь какая-то смесь сладости с... Даже не столько вот с морскими нотами, как говорят во всех описаниях, что якобы это сладость с морскими нотами. Не знаю, морского я не слышу. Мне тоже здесь слышатся какие-то специи, тоже что-то типа лаврушки. Что-то типа каких-то трав пряных. Вот как будто бы в сладкий десерт добавили пряности. Ну и если представить, да, какой-то пейзаж, какой-то ландшафт, то это было бы не море, наверное, не столько море, может быть, какой-то бриз, вот этот воздух, смешанный с запахами деревьев, какими-то запахами трав, которые растут на берегу моря, может, что-то так вот как-то, ну прям морской такой соли я здесь не слышу.
Ну, неоднозначный он был вначале для меня, неоднозначный аромат. Как-то вот что-то такое вот было в нем кричащее. И тут на контрасте, конечно, все это играет. Здесь контраст между сладостью и вот этой пряностью. И вот в этом его изюминка, конечно, вот то, что вот он необычный, он не по-люксовому звучит. Это вот если вы любите такое что-то необычное, что-то такое вот эпатирующее, если вы вот сами себя хотите, да, эпатировать, когда хочется такое необыкновенное. Не какое-то такое девочковое, нет. Он совершенно такой, мне кажется, даже, может, и как унисекс бы пошел, не знаю, вот эта пряность, как будто бы его в унисекс относит куда-то, но в то же время он и сладкий. Ну, как по мне, вот не совсем он такой, прям уж женственности такой в нем не слышу. Прям вот он какой-то такой, очень такой необычный. Если вот такое любите, попробуйте, хотя бы протестируйте. Но с первого затеста вы, возможно, тоже его не поймете. Сразу это что-то такое, такая реакция, как вот, что за фигня. Вот так потом, вот когда уже, вот не знаю, надо его раз 5, наверное, поносить, чтобы начать немножко как-то проникаться вот его смыслом, да, и немножко понимать для себя, вот уложить в голове смысл этого аромата. И каждый, наверное, в нем увидит что-то свое, мне кажется. Для кого-то это вот морская соль, морской воздух с десертом, со сладостью. Для кого-то, вот для меня это какая-то вот такая пряность, травянистость какая-то со сладостью. Вот, наверное, все-таки по-разному люди его слышат и ощущают. Потом я купила аромат Yves Saint Laurent Black Opium. Ну, это классическая версия. В принципе, ничего тут, конечно, особенного. Уже много, и все уже о нем давно сказано, понятно. Да, кстати, вот, друзья, вот, не знаю, недавно мне такой комментарий прилетел, что, во-первых, что я не умею описывать ароматы, но это ладно. Ну и потом, типа, что про эти ароматы уже давно все сказано, а вы вот снова, да. Допустим, вы видите там на превью или в названии, что эти ароматы, также в основном я пишу, какие ароматы я буду обозревать, да. Тоже можно не заходить в это видео и не смотреть, если вы уже 100 раз слушали про эти ароматы, если вы уже про них все знаете, все поняли. В общем, этот аромат Yves Saint Laurent Black Opium, для меня он праздничный какой-то, знаете, для меня он пахнет каким-то вот кофейным ликером, скорее всего. Ну вот на этом, наверное, и все. Кофейный ликер, как-то цветов как таковых тут не слышу. У меня была версия еще от Левантик, была версия «Белая ночь», ну и «Бланш» этого аромата «Фланкер». Вот тот был, мне кажется, более какой-то цветочный, более какой-то звонкий. Была в нем какая-то звонкая нота. Этот более такой приглушенный, сладкий. В нем этой звонкости поменьше. Вот он такой кофейный ликер, который мы пьем по праздникам в основном, и такое он мне создает праздничное настроение, как и тот фланкер «Белая ночь», так и вот эта классическая версия. Я его и покупала с той целью, чтобы немножко как-то иногда себе поднимать настроение, когда оно не очень, да, и хочется немножко придать атмосферу праздника. Вот хочется таким чем-то воспользоваться, чтобы себя порадовать, скажем так, в какой-то серый унылый день, поднять настроение. Вот. И в тот же день я купила в тот раз HFC Sun Mask. Этот аромат как-то я раньше еще нюхала из флакона, да, меня как-то заинтересовала вот эта версия, вот эти мускусные ароматы. Вообще меня как-то после Mask Therapy меня интересует такое направление. И вот этот Sun Mask мне тоже показался каким-то вот похожим, не то чтобы похожим, но в одном направлении с Mask Therapy. Ну и какое-то немножко сходство. Вот эта вот округлость, знаете, такая вот мускусная округлость такая в этом аромате. Вот так же, как Mask Therapy, он такой какой-то для меня вот приглаженный, такой вот округлый, ну, очень такой приятный. И этот аромат тоже для меня в таком же ключе выполнен. Потом я уже прочитала, что он якобы похож на Lanvin Eclat d'Arpège. Ну, был у меня этот Eclat d'Arpège когда-то, но он, мне кажется, более, что ли, какой-то звонкий, он больше пахнет цветами, сиренью, вот чем-то таким. Ну да, есть некая схожесть, есть какие-то общие нотки в этих ароматах, но
я вот на первый занюх вообще не ощутила сходства. Мне этот больше вот с Mask Therapy показался. Может, потому что Mask Therapy у меня недавно был от Levant, а тот аромат Eclat d'Arpège у меня был уже давно. Но все-таки этот звучит как-то, наверное, подороже, не знаю, может, из-за того, что он сам по себе не дешевый, да, и сразу так кажется, что он должен как-то дорого звучать, но за счет вот этих мускусов, таких вот пушистых, белых и приятных, за счет этого, наверное, да, это, наверное, как Eclat d'Arpège, в который добавили вот эти вот разные виды мускусов, и вот он стал таким вот более уходовым, более округлым, более спокойным и более, возможно, дорого звучащим. Вот, в общем, буду носить еще весной. Пока что вот еще особо не носила. Хочу дождаться, когда немножко потеплеет, чтобы лучше его разносить. Ну, конечно, ничего такого особенного в нем уже я вот не вижу. Я дома иногда так себе немножко нанесу и принюхиваюсь. Особенного прям такого в нем нет чего-то, что вы не нюхали раньше, да. Скорее всего, он ничего неожиданного вам не покажет, но просто какой-то, да, такой приятный на весну, на лето аромат. И теперь расскажу о двух ароматах Фредерик Маль. Это «Портрет леди» и «Rose and Cure». У нас в распивочной я увидела, там было, по-моему, 5 ароматов всего от Фредерик Маль. Конечно, это такой бренд нашумевший. Я очень много слышала о нем от блогеров. Вот, что это такая прям нишевая ниша, прям все там такое в основном какое-то интересное, классное. Хотя делают те же парфюмеры, которые и с люксом работают, ну, вроде бы там дается им такая свобода для творчества, и они что-то делают такое невероятное, порой для этого именно дома. И мне, конечно, было очень интересно попробовать. В принципе, и ценник был доступный. Я думала, будет дороже в распив стоить, но, в принципе, на уровне других нишевых ароматов. И я купила для начала два вот этих. Там были еще какие, был еще как-то Данс Тебра, как-то так. Потом от Раджес и Энпассант. Вот. Ну, вот этот Энпассант мне понравился тоже, потому что он пахнет такими весенними цветами, какими-то классными, свежими. То ли пионом, то ли сиренью. Вот я уже потом отзывы смотрела, что вот вроде бы сирень, да, он настолько такой свежий, какой-то прикольный, такой зеленый, вот именно весенний. Вот хочу тоже его купить. От Рейджес мне понравился тоже. Мне кажется, он такой белоцветочный. Я как его услышала, как белоцветочный аромат, такой какой-то туберозный. Вот что-то в этом направлении, хотя там в отзывах они там противоречивые на него, конечно, отзывы везде, и все его слышат по-разному, кому-то нравится, кому-то нет, а я вот его услышала просто как очень такой цветочный, именно белые цветы. Вот. Ну, а Данс Тебра как-то что-то я не особо запомнила. Мне кажется, он какой-то более древесный, такой больше в мужскую сторону мне показался. Ну, в общем, давайте вот об этих двух красавцах. Значит, это «Портретов леди». Они привлекли, эти два аромата, мое внимание больше из этих всех 5. Ну и как раз еще на такое более прохладное время подходят. «Портрет леди», конечно, мне показался тоже каким-то таким ароматом под кожаную куртку. Вот такое направление, как-то для меня он тоже немножко как будто бы и кожей пахнет. Тут роза и пачули, но как будто бы для меня как-то он перекликается с Rose and Cure. Вот есть что-то у них общее, то ли вот это, но как будто в нем тоже есть... Ой, это я, по-моему, какой-то... Это не тот колпачок я взяла. Да, вот этот. Это «Портрет леди». Перепутала немножко. Ну, вот как-то они для меня немножко в похожем настроении, в похожем ключе. Может, то, что роза и там, и там. Ну, вот «Портрет леди» тоже мне хочется под кожаную куртку носить. Ну, в принципе, и вообще интересный аромат по-своему. Меня не так он, конечно, впечатлил, как я того ожидала. После всех восторженных отзывов и ревью, которые я смотрела, казалось мне, что это что-то прям такое вау будет. Но не настолько прям вау для меня это. Наверное, будет как-то некрасиво так сказать, не знаю. Наверное, поклонники этого аромата меня бы закидали тапками, но он интересный, да. Вот у меня как-то о нем тоже такое двоякое пока мнение. Я как-то пока не совсем понимаю. Вроде, да, я сразу как-то не впечатлилась. Думаю, ну, вроде бы ничего такого вроде бы и особенного, но в то же время нос тянется к этому аромату. Рука тянется, да, хочется нанести.
Ну, при затесте, когда я еще выбирала, да, какие мне два выбрать, он меня заинтересовал, конечно, да, вот эта роза в нем такая слегка помадная, действительно ощущалась с самого первого занюха. Ну, пачули, не знаю, мне как-то пачули по-другому мне слышится. Тут подвальности нет, они не подвальные. Как будто бы кожаный оттенок какой-то носят эти пачули. Или роза. Что дает такой кожаный оттенок здесь? Просто, да, он немножко готический такой, конечно, такой серьезный. Он не легкомысленный, не девчачий. Он такой для более старших женщин, девушек более старшего возраста. Да, какая-то такая тьма в нем присутствует. Такой серьезный, конечно, аромат. Ну, видимо, надо еще мне его поразнашивать, хотя я уже достаточно в нем ходила. Конечно, он не настраивает на беззаботность, не настраивает, может, на веселость какую-то, но элегантности ему не отнимать, конечно, не отнять у него элегантности вот этой. Женственность присутствует, такая более зрелая. Розентур — это роза и кожа. Ну, тут, конечно, в принципе, в названии все сказано, да. Розность такая, роза такая же, похожая, как в «Портрет леди». Она такая зеленая, свежая роза. Ну и кожа здесь такая изобутилхинолиновая, да. Такая вот ну, грубая, имеющая прям такой конкретный запах. Это не замша какая-то нежная, это именно, как для меня, такая вот кожа с очень таким вот немного даже едким запахом. Вот так. Унисекс, конечно. Если «Портрет леди» все-таки для меня более женственный, роза и кожа — это однозначно унисекс. Ну, я не скажу, что прям только под кожаную куртку. Хочется так его и под любой, наверное, образ носить. Но есть в нем вот эта агрессивность, вот этот кожаный аспект такой слегка агрессивный, вот тоже под особенное, наверное, какое-то настроение. Хочется его. И, наверное, в холодное все-таки время, не знаю, как будет, когда потеплеет, как его носить, наверное, будет, может быть, он придушивать немножко. Ну, интересный, очень интересный. У меня есть аромат от Shake, вот этот турецкий бренд, да, вот эти копии он делает разные там. Rose de Russie Тома Форда, там есть копия на него. Вот это очень похоже, очень-очень похоже. Вот тот аромат мне казался таким прям очень агрессивным. Ну, я думала, что там вот прям дешевая база, вот эта шейковская, да, дешевая, дешевинка такая присутствует. И вот тот прям еще больше такой агрессивный, еще больше вот эта кожаная, грубая куртка, запах вот такой вещи. Там прям это еще больше выкручено на максимум. Здесь все-таки он помягче, конечно. Более такой мягкий, больше раскрывается в такую тоже свежесть. Все-таки ощущается, что ингредиенты здесь более дорогие. Тоже мне он нравится. Вот это то, что я выбрала из Фредерика Маля. То, что из того, что было, выбрала два самых таких интересных. Но хочу, конечно, еще как минимум два аромата. Больше у нас в городе никакие не представлены, нигде я что-то ничего больше не вижу из этого бренда. Но думаю, что En Passant и Outrageous я все-таки куплю тоже хотя бы по 3 мл. Конечно, этот бренд прям после всех обзоров кажется мне интересным, так же, как и, например, бренд Насаматта тоже мне было интересно попробовать как можно больше ароматов, и многие из них меня прям впечатлили и зацепили. Также вот и этот бренд хочется как можно больше попробовать, конечно. И вот ну, эти два аромата, в принципе, не разочаровали в этом плане. Действительно, они какие-то интересные, своеобразные, по-нишевому звучащие. И, наверное, ну, в какой-то степени ни на что не похожие, хотя вот этот Розенткюр, да, как уже я понимаю, что будет похож на вот эту русскую кожу Тома Форда, но хотя она уже снята с производства, но вот этот аромат, наверное, может заменить. Думаю, что та копия от Shake, она тоже, скорее всего, на оригинал похожа, и, наверное, этот аромат может заменить тот снятый аромат.
У меня вообще такие вот унисексовые всякие истории мне очень-очень нравятся, очень интересны. И вот этот не стал исключением. И кожаные ароматы я люблю, вот, которые имеют такой аспект. Вот замша, кожа, вот это вот все вообще мне очень интересно, очень мне все это нравится. Даже не в том плане, чтобы носить под кожаную куртку, а просто вот под любую одежду. Но хотя последнее время, вы знаете, так, если честно, вот мне хотелось каких-то более женственных ароматов. Наверное, как-то это связано с моим каким-то настроением, да, с моими какими-то личными переживаниями. Вот хочется как-то быть более женственной в последнее время. И я как-то немножко отставила свои унисексовые ароматы в сторонку и носила больше всего, например, такие ароматы, как Делина. Очень такой женственный девочковый аромат. Что мне вот хотелось чего-то такого, да, Шанельки носила, там Габриэль, Пятерку, Мадмуазель. Хотелось мне вот чего-то такого более женственного вот эти последние пару месяцев. Но тем не менее, унисекс тоже продолжает быть интересным, это направление. И, возможно, у меня скоро переключится вот это, да, вот этот какой-то тумблер переключится, и я снова начну носить сплошные унисексы. Вот, кстати, вчера носила черного мишку Toy Boy от Москина. Тоже как-то классно мне понравилось. Это прям тоже унисекс, это тоже роза, ну такая мужская роза, в сочетании с пряностями, с какими-то специями, с древесностью, прям тоже прям супер. Там еще и какой-то такой латексный аспект есть, прям очень мне понравилось. Вчера вот в такую ветреную, прохладную весеннюю погоду, прям супер вообще заходит на ура. Буду на этом заканчивать, друзья. Пишите, пожалуйста, кто знает эти ароматы, особенно вот Фредерик Маль. Напишите ваше мнение. Ну и про Tom Ford тоже Noir Extreme. Почему он такой тихий и невнятный? Напишите, скажите мне, пожалуйста, вот кто еще вот имеет такое мнение об этом аромате. Хотелось бы услышать что-то от вас, какую-то обратную связь. В общем, на этом у меня все. От Леванты это пока что, наверное, да, это уже на сегодняшний день все от Леванты, которые я купила. Последние пару недель не покупала. Думаю, надо носить то, что есть, потому что очень много всего куплено, ничего это не снашивается, потому что очень стойкие ароматы, не успеваю я их выбрызгивать. Поэтому вот 2 недели уже не покупала от Леванты. Но чувствую, что скоро не сдержусь, наверное, парочку каких-то прикуплю. Есть у меня тоже идеи, что купить. Кроме Фредерика Маля, там уже несколько идей есть. Какие еще бренды хочется попробовать, потому что есть такие у меня есть бренды, которые я еще ничего не пробовала, даже из очень популярных и разрекламированных. Вот, так что, надеюсь, буду покупать и, естественно, снимать новые видео. На этом у меня все, друзья. Всем хорошего дня, всем хорошего весеннего прекрасного настроения. Успехов во всех ваших начинаниях. Пока-пока.